Поехали. Разберу еще 5 альткоинов с ваших заказов, а кто досмотрит видео до конца, бонусом покажу один лайфхак работы с любым графиком на TradingView. И первым на очереди разбора будет ADA. Ты на канале Не Наблюдатель, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь трейдингом с 2019 года, а также инвестирую в активы фондового и криптовалютного рынков. Проведем небольшой обзор крипторынка. Я, кажется, ее еще никогда не разбирал полностью с начала ее листинга. Посмотрим сразу на крипто, чтобы увидеть весь график. ADA USD. Давайте сразу вам скажу, меня частенько спрашивают, что за инструмент, который автоматически показывает ордер-блоки. Вот он называется Smart Money Concept. А пока что я его выключу, он мне сейчас не нужен, будет только мешать. График аж с 2017 года и в целом, да, в целом помещается на экран, можно работать. С дна, ну если это было дно, да, прикидываем, что это было дно, из дна уже поднялось на 50-60% было, но не так много. Выставляем зоны интереса, зоны поддержки можно по-разному называть, в общем, в любом случае это место, откуда жадно выкупают и не дают здесь долго задерживаться цене. А это от 1 цента до 3. Сейчас ADA стоит 35 центов, я очень сомневаюсь, что сюда она когда-нибудь еще придет так низко. И конечно же место, где продают ADA. После последнего булрана, когда цена была $3, это был пик для нее. Вот начиная с 1,2 доллара до 3, вот отсюда это можно будет себе ставить как цель, вот где-то посередине этой зоны и продавать здесь. Если ты держишь или там собираешься закупать, то большую часть позиции лучше, конечно, уже вот здесь вот закрывать. И еще один интересный уровень, он вот здесь. Это в данном случае будет локальное дно. Итак, у нас есть нисходящий тренд, который успешно был пробит. Может будет ретест. Не знаю, все возможно. Это сейчас прикидывать вообще не вариант. Хорошая точка входа. Хорошая? Да, вот это вот начиная от 23 центов до 40, вот здесь можно покупать. И ждать. Где ждать? Хороший вопрос. Давайте прикинем. Если я купил сейчас здесь ADA, первая цель это будет, конечно же, середина зоны, где продают. Это плюс 400%. Это цена $1.08. Это первая цель. Здесь можно фиксировать большинство своей позиции. И оставив при этом как часть своей позиции, часть ADA куда-нибудь вверху. Прикинуть, где будет следующий булран, где он закончится. Ну, в данном случае для ADA, конечно, можно попробовать провести вот такую вот трендовую, типа глобальную. Чем дольше цена будет здесь накапливаться, тем выше должна цена дать скачок вверх. Конечно же, альта никому ничего не должна, это просто предположение, где можно ожидать данный альткоин. Если же брать ее на долгосрок, это как я обычно сейчас вот спотовые покупки свои делаю на 1-3 года. То есть я готов ждать 2-3 года, чтобы потом продать и сделать иксы. Потому что в ближайшее время как бы иксы, ну, не ждите. И булран вообще еще не начался, его еще нету. Смотрите, вот здесь вот предыдущий цикл, когда тоже был пробит нисходящая трендовая, потом видите, да, вроде как классно все так пошло, офигенно, выросли аж с 4 центов поднялись до 10. Ого-го! 3 икса дала ADA. Но потом произошел ковид, тогда произошла сильнейшая просадка, плюс тогда рынки пострадали, ну короче, тогда падало все. Лично мое мнение, ADA бы я не брал бы. Есть интересные проекты, которые также можно взять, которые, господи, даже тот же искусственный интеллект, который скорее всего в этом году будет хайпить, можно его взять, грубо говоря, по любой цене. Ну, я просто не фанат ADA, может быть, взял бы вот здесь вот по 30 центов. Если же цена провалится все-таки до своего глобального дна, что тоже нельзя исключать, ну, значит, ты застрял, значит, у тебя эта ADA будет лежать, опять же, до следующего булрана. Следующее давайте разберем CRV. Но с ней история не очень радужная, как хотелось бы. Первое, что я заметил, если посмотреть на CoinMarketCap, это ее циркуляция. Смотрите, 727 миллионов монеток. А это всего лишь 22% от максимального предложения. То есть всего будет 3,3 миллиарда монеток, а сейчас всего лишь 727 миллионов уже в рынке. Вот это вот еще 80% еще будут в виде
введены в рынок. В моменте, конечно же, это плохо, потому что ее будет все больше и больше и больше и больше. А если ее очень много и еще больше увеличивается количество, значит она теряет свою стоимость. Основателем данного токена является Михаил Егоров, российский ученый с широким опытом работы с криптовалютами. Данный токен работает с сетями Ethereum, по-моему, даже построен на эфире, Arbitrum, Solana, на Solana, на сети Phantom можно выводить, вводить, держать, и какая-то сеть Gnosis Chain, не знаю, не слышал, если знаете, напишите в комментариях, я такое просто не видел. Итак, у нас листинг произошел в августе 2020 года ценой $55, ни хрена себе вот это цену они вальнули. И потом цена упала до $1 сейчас стоит. Очень интересный график, он отличается от других альткоинов, которые даже в то же время плюс-минус вышли. Можно прикинуть дно, даже глобальное дно, которое, кстати, вот было как раз недавно. Кто покупал, молодцы. Только вот не забывайте о том, что количество данных токенов на рынках будет увеличиваться. Это плохой звоночек. Это интересная зона продаж, наверное, вот так вот поставлю ее. Это все, можно сказать, сплошной имбаланс, потому что здесь только продавали эту сервишку, только продавали, начиная с $50, обвалили ее в $3 сразу же, буквально за пару дней. Несмотря на это, даунтренд был также пробит, как и у большинства альткоинов. Это сигнал хороший. Если прикинуть, что цена, которая была ее максимально, когда она листилась, было $54, то цена уже ввалилась вниз на минус 99%. Прикиньте, 99% минус! Если ее покупать, то покупать надо было ее по $0,50, вот, по 50 центов. Вот здесь, вот с середины зоны. Это идеальнейшая точка входа, тем более это глобальное дно, а не локальное, как вот то, что мы на Аде смотрели. Берем прямо сейчас этот токен по цене $1. Первая цель это будет плюс 65%, это $1,7. Мало. Конечная цель это середина сопротивления, середина зоны. В то же время это будет середина имбаланса, это примерно $15 плюс 1500%. Все, больше мне здесь сказать нечего. Покупал бы я себе сервишку? Нет, мне она не интересна, мне не нравится ни график. Если хочешь, пожалуйста, можешь брать. Но не забываем о самой идеальной точке входа в 50 центов. Следующий разберем 1 инч. Это децентрализованная биржа. Если представить, что в будущем централизованные биржи, а точнее большинство людей уйдут с централизованных бирж, потому что захотят свободы, захотят децентрализации, не захотят регуляции, конечно же, децентрализованные токены, я думаю, они будут стрелять просто бешено, потому что туда просто в тупую повалят куча народу. И 1 инч это один из тех токенов. Из этой темы я буквально пару дней назад купил себе кейк на спотовый кошелек, написал об этом в своей бесплатно открытой телеграм-группе криптохулиганы. Это тоже децентрализованная биржа PancakeSwap, тоже ее в будущем разберу, точнее я уже ее разобрал, просто покажу, что я от нее ожидаю и как это выглядит график. Лично я думаю, что за децентрализованными биржами будущее, потому что регулятор таки придет, как бы мы того не хотели. Зона интереса, начиная от 37 центов за данный токен до 67 центов. Также место, где можно продавать, фиксировать большую часть своих токенов. Это начиная от $4,5 до $7. Здесь можно фиксировать большую часть. Пиковая цена, которая была у данного токена. Вот эта часть, это может быть первая цель ближайшая по $2. Тоже пока что сопротивление для данного токена. Цена от своего пика опускалась на минус 95%, очень сильно. Точка входа даже сейчас очень хорошая. Даже видите, вот почти середина зоны. От своего дна цена выскакивала на плюс 60%. Первая цель, самая ближайшая, это $2, это плюс 270%. Конечная цель пиковая, это плюс 1000% по цене $6. Вот здесь по 53 центика купил, часть продал на $2, большую часть продал вот здесь на $6 и остальную оставил, возможно, когда-нибудь туда еще цена выше пойдет. И 1 инч будет таким единорогом, прям как его аватарка. А теперь разберем BNB.
Это токен от централизованной биржи Binance. Интересненько на него посмотреть, я тоже не видел никогда еще весь график, там цены за него, за тот токен доходили до $600. Придется ставить недельные свечи, потому что график очень большой и дал безумно сильный рост, ну просто безумнейше сильный. Немножко заспойлерю, я думаю, что это далеко не предел. Если все-таки создатель Binance добьется своего, останется единственная централизованная биржа Binance, всех остальных потопят, тогда этот токен может стоить и 4, и 5 тысяч долларов. Тогда уже этот токен ничего не остановит. Его цена изначально была 7 центов, потом максимум поднялась, а теперь внимание, просто внимание, какой процент дал BNB? 876 тысяч процентов. Купил по 7 центов, продал по $600. FOMO, выключаем FOMO. FOMO это плохо, а FOMO думать нельзя. Вообще забудьте, что такое есть FOMO. Так, у нас глобальнейшее дно было вот здесь вот от 7 центов до 70. Забудьте, никогда здесь не будет цена. Это просто чисто формальность. Я здесь поставлю эту зону. Даже не будем на нее смотреть, просто идем вверх. Там, где был максимум, начиная от 500 до 670. Это пик, это зона, где можно продавать, если ты держишь до сих пор. Часть можно продавать здесь. Я же говорю, эту цену могут завалить так высоко, что ты себе просто не представляешь. Но при этом, при всем у нас есть локальное дно, которое бы, конечно, по красоте бы пробить, чтобы все просто охренели, потому что здесь все представляют, сколько здесь ликвидности собралось, сколько раз сюда приходила цена, но при этом не пробивала. Все, я здесь эту часть графика вообще смотреть не буду. Давайте перейдем на дневной таймфрейм и изучаем дальше. Также здесь есть середина графика, это зеркальная зона, которая является сейчас зоной сопротивления. Там, где можно продавать и фиксировать. Уже цена, кстати, сюда доходила, даже реакция произошла вниз. Вообще, да, идеальная точка входа это $230 и все, что ниже. Но прикинем, сейчас взять по 290, первая цель у нас всего лишь плюс 20%. Зафиксили. Следующая цель, если ты взял сейчас по 290, это плюс всего лишь 100%, это цена $580. Пока что ей некуда двигаться. Пока что, чтобы данному токену прорвать вот эту вот верхнюю часть, да, вот это верхнее сопротивление в $600, нужно, чтобы произошли сильнейшие изменения в крипте и централизованных биржах. Короче, токен BNB покупать стоит или нет, лично я бы не покупал, он для меня не интересен. И последнюю монеточку разберем, это Mina. Никогда не смотрел график, интересно посмотреть. Так, у нас было пробито дно, новое дно. Если посмотрим на график рыночной капитализации, капа, если у нас на дне, да, когда вот рынок был на дне, было плюс-минус капитализация 400 миллионов всего Mina стоила, то сейчас в 2 раза больше. Сейчас 700-800 миллионов стоит Mina. Ее капитализация так прилично подросла. Только за сегодня Mina скорректировалась на 15%. А вот что еще интересней, общее предложение 824 миллиона токенов, а циркулирует даже больше. При этом нету максимального предложения. То есть можно прикинуть, что здесь ее могут печатать как USDT, знаете, либо добывать, либо печатать. Я не знаю, Mina добывается или нет, но у нее нету максимального количества, максимального предложения. Это не очень хорошо. Наше дно у Miny это вот, начиная от 40 центов до $1. Цена ее, когда был листинг, цена была $18, и потом очень быстро, буквально за 2 месяца слили цену на минус 94%. Промежуточный уровень, я думаю, можно поставить вот здесь вот. Сейчас то, что я вижу, на самом деле тут не так, может быть, даже все плохо. Смотрите, пик цены, пик, а теперь смотрите следующий пик, который перебил уже предыдущий. Это тоже неплохой сигнал, то что, ну, как бы, возможно, даже и продолжит рост. Идеальная точка входа
это 60 центов. Но если брать сейчас, прикинем, берем сейчас по 90 центов, первая цель это у нас плюс 100%, почти $2 за данный токен. Если же продал не все, то следующая цель вот здесь, вот смотрите, где была проторговка, где были пики предыдущие, это плюс 500%. И конечную цель я бы таки поставил все-таки не туда, где-то там в космос, а вот здесь вот посередине данного имбаланса, который вот здесь вот по любасу образовался, потому что здесь только продавали, ну судя по свече красной сплошной, а это плюс 1000% и $10 за токен. Буду ли я лично покупать мину? Нет, не буду. Если ты прям очень хочешь купить, готов пару лет ждать, то можешь брать ее хоть сейчас и ждать несколько лет. Возможно, на булране она тебе даст плюс 1000%. И бонусом, как я обещал, давайте покажу вам один из инструментов, интереснейших инструментов, которым можно пользоваться в TradingView. Вот есть, открываешь себе любой график, неважно какой таймфрейм уже, берешь в Google, набираешь, вот я набрал, например, Wyckoff график. График, который показывает, как по методу Вайкофа идет накопление позиций. Берем рисунок, сохраняем себе на компьютер, теперь берем рисуночек и перекидываем его на график. Берешь себе, расставляешь как хочешь. При этом есть своя функция, вот здесь нажимаем на шестереночку, сильнее видно или прозрачность увеличить. Не зря же я взял вот эту вот часть Вайкофа, вот это вот накопление, потому что да, я понимаю, что 15-минутный таймфрейм он не особо рабочий, да, лучше, конечно, чем больше таймфрейм, но если по Вайкофу мы предположим, что сейчас идет накопление, то сейчас идет накопление, и следующий у нас будет только рост. Я просто лично жду лонги. Где ждать цену Кусамы, Aptos, Flow, Feel и TVT токена в ближайшее время, разобрал в своем прошлом ролике. С вами был Ненаблюдатель. Покидоса.